Доброе утро рыбака, когда утро начинается не с кофе. Всем привет! Отправляюсь на рыбалку. Рыбалку планирую с ночевкой. Жена сказала: хочу котлеты рыбные из сазана. Что хочешь делай, но сазана мне достань. Со мной Пыш. Отправляюсь за рыбой, точнее, не просто за сазаном, за любой рыбой. Что-нибудь поймать. Еще дальше расскажу, полно всего интересного. Ну а самое главное, мотор шепчет. Газ в пол. Все, там бескрайнее море. Кто-то скажет, это еще не море, надо пройти 50-60 километров до сырой, соленой воды. Но, ребят, это открытая территория. Тут не камыша, камыши вот закончились, кочки закончились, берег закончился, все. Стоят вот только пометки, вешки для рыбаков, которые заходят сюда в канал, поднимаются обратно. И здесь вот они на раскатах ловят большую часть рыбы, которая попадает к вам на прилавки. Как говорили в императорское время, Сахалин нам не нужен, Астрахань прокормит. Каспийское открытое море, Иран, Азербайджан, Туркменистан. Самое большое в мире озеро, поэтому и называется морем. Но при этом не имеет открытых выходов в мировой океан. И это все-таки, как ни крути, озеро. Самое крупное в мире. Сейчас обратно вернемся, я найду место, где ночевать, где рыбачить. Хотел вам показать вот открытую вот эту территорию, красоту, простор, свободу. И сейчас уже надо подниматься и искать место для рыбалки. Как-то так. Вот водовороты. Причалю и буду в камышах выбивать. Видите, какой камыш нетронутый? Густой. Нужно выбить и еще удочки постараться забросить. Да, будет непросто, но... Что там, Пыш? Вылезти-то можно, как раз, наверное, да? А удочки где-то вот здесь будем ставить. Такой плав здесь. Ну, ничего страшного. О, какая-то рыба тут играет. Все, однозначно здесь встаем. Нравится мне место. Опа.
Да. Такие вот места, смотрите. Грибы растут. Опыш, мы тут без еды не останемся. Тут грибы растут. Да, вот как надо вот так выбить. Берег, конечно, хорошо. Тот, что низкий. Но выбивать придется. Вот и так. Должна быть здесь ямка под ворот. А здесь хорошо прям. В принципе. Сачок у меня в этот раз ручку немножко удлинил. Попытаемся. Сейчас вот тут 2-3 места выбью. Надо сразу закидывать. Да, Пыш? Сразу надо закидывать и лагерь. Придумывать, как лагерь ставить. Как-то так. Рыба прям выпрыгивает, красноперка, что ли. Сейчас там хоть для одной удочки сделаю. Залом поставлю, а то вам с пыжом даже есть нечего. Опа. Как-то вот так. Для одной удочки уже пойдет. Все, сейчас буду ставить. Класс, место мне нравится. Водоворот лютый, закидывать далеко не стал, буквально вот ближе середины. И все, ее сюда поднесло. Ставлю колокольчик. Вы меня извините, я не показал, как. В общем, там жмых с подсадкой зеленого червя. Если кому-то интересно, как насаживаю, то в прошлом выпуске у меня было то же самое. Абсолютно, я там рассказывал, показывал, как я делаю. Сейчас, чтобы времени не терять, все я поставил. Первая удочка готова. Сейчас выбью под 2, еще где-то под 2 места выбью. И надо будет ставить что-то под палатку. В общем, типа ночлега делать. У меня сегодня опять палатки нет. Покажу, там тоже интересно придумал. Ну, должны ночь более-менее переночевать. Посмотрим. Место мне, конечно, очень нравится. Интересное. И водовороты не всегда вот можно найти. Чтобы они не сильно обжитые были, оббитые. Вот прям подкручивает именно под этой стороной. В принципе, здесь места уже хватает. Сейчас поставлю на сама сюда. Место-то вот прям крутит. Ничего, если что, вытяну. Вот, вроде хочет клюнуть. Вот так насадил на огромный крючок. Сначала зеленый червь. Здесь зеленый червь в начале, потом 2 личинки жука-навозника, короеда, как хотите называйте, белые личинки. Видно, надеюсь. Просто получается большой крючок, и на нем чулком одето. Вижу, очень много мелочи плескается вон в воде. И не хочу, чтобы склевали, поэтому одеваю побольше. Ну, чулком одеваю, чтобы просто, если сом среагирует, надеюсь, возьмет просто в заглот весь крючок. Пробуем на сама. Ну вот, 2 удочки уже успели поставить. Одну на сама, здесь вот на сазана. Сазана стоит на жмых, и сама стоит на личинку и на зеленого червя. Пока, конечно, сухо очень, так не заморачивался я с наживками. Но уже что-то выставлено, можно заниматься бытом, потому что стремительно темнеет. Времени уже много с этими испытаниями. О, ну сама что-то хочет сказать нам. В общем, ждем. Уже есть что ждать. О, это даже на сазанчика, ребят, похоже.
А я сюда красного червя поставил вместо зеленого. Я сюда красного червя, ребят, поставил вместо зеленого. И только я эту удочку поставил. Только я эту удочку поставил. Не поверите, 5 минут не прошло. Как бойко. Я сейчас такой 3 удочки поставил, надо по идее постель ставить. Я говорю, блин, ну что же нам хотя бы с пыжом на жареху что-нибудь, на вечерянку. И никто не клюет. Думаю, дай-ка сюда попробую красных червей поставить. Он сейчас осенью, конечно, очень уважает именно навозного красного червя. Но... О, хорошо, ты как дергает. Наверное, за ту завел. Да, за эту завел. Хорошо дергает-то как. Бойки какой. Просто я боялся, что мелочь может быть. Из-за того, что красный насадил червя. Да, выводить здесь будет сложновато. Но и тем интересней. Опа! Есть. На жареху с пыжом. Отличный сазанчик. Есть. Такая, знаете, 2,5. Не меньше. Так прям за губу взялся еле-еле. И именно червячка, соблазнился на червячка. Вот он, красавец. Ну все. С первой рыбой. Поздравляю. Однозначно будет у нас жареха с пыжом. Ребят, надо уже фонарики зажигать. Не успеваю. Только на той сход. Оп, на этой поклевка. Подкинает. Не знаю, видно вам, нет, уже темновато, конечно. Уже жарко стало мне. Ага. Что ты? Подгинает. Подгинает. Вот, вот. Ну, пробуем. Ага. Пошел. Не сильно крупный, но приятный. А может быть и крупный. Сейчас совсем по-другому забился. Хоть надеюсь, на луну вам что-то видно будет. А так сумрачно. Сейчас включу все фонари. Зажгу все лампы. Вы просто сами понимаете, как с поклевками что-то включать, когда ловится. Он небольшой, но приятный. Как всегда, не возьмешь сапоги, да вроде зачем они нужны. И так прекрасно без сапогов справляюсь. В такое место попадаю, где сапоги нужны. Опа! Есть. Тренируемся пока на небольших. Ну, это, кстати, такой достойный. Я давайте его пожарю. Мне его за глаза на жареху сегодня. Это такой под двушку. Вот. А того уже возьмем домой. Жене на котлеты. Очень сильно она попросила меня котлет, захотела сазаньих котлет. А этого пожарим мы сейчас пыжом. Хороший сазанчик. Достойный. Охотники хоть первый раз за вечерку стреляют. Это вообще тишина. Хотя погода самая охотничья. Вот так прям насаживаю красного червя пожирнее. И вот уже 2 к 1. И то одного я слил сазана на зеленого червя. На красного здесь вот немножко поудобней вылаживать. Поэтому взял. 2 штук поймал. Именно на красного берет
Конечно, можно и без жмыха забрасывать, я уверен, что тоже возьмет. Мне как-то поприятнее осознавать, что там жмых стоит. И даже если мелочь объест у меня червя красного, то на жмых может прийти сазан и взять его, крючок засосать. Где-то у меня еще банка дендробена должна быть. Что-то как-то я ее вытащил где-то под ноги и найти не могу. Ну да ладно, если что, на завтра. Сейчас тишина, красота. И рыбка уже у нас на ужин с пыжом есть. Хорошо. И все равно крючки заправляю в жмых. Ух ты, орлан какой. Чтобы они не спутались, когда до воды долетят. Жмых кукурузный. Так вот, я не помню, на одну поставил протеин, удочку. По-моему, на вон ту, на первую протеин. А вот это мед. И вот на мед уже 2 раза. Ну и на протеин тоже уже 2 раза, в принципе, взялось. Работает жмых и тот, и этот кукурузный. И раз. Так, примерно так. Ну что, я пока пожарю рыбу. Стоит 2 удочки на жмых с подсадкой червя разного. Стоит 1 удочка на сама с большим крючком и жабой. Только я подумал, что лягушек здесь нет, пошел к лодке, увидел хорошую такую жабу крупную. Насадил ее, в общем, закинул. И сделал 1 удочку еще с 1 поводком, с небольшим достаточно, средним крючком, так скажем. И туда поставил личинку вот этого навозного, майского жука. Они в принципе все одинаковые. Чуть больше, чуть меньше там. Пока она личинка, если ты не зоолог, не биолог, ты ее особо не отличишь. В общем, поставил личинку. Потому что есть у меня предположение, что на крупную лягушку сом редко сейчас берет. А вот чтобы такую более нежную пищу, вполне возможно, что почаще будет брать. Ну, как ни странно, поклевок не было. Все заряжено, 4 удилища стоит, более чем достаточно. Сейчас пожарим рыбку, луна светит. В общем, красота. Такой вот сазанчик у нас сегодня на ужин. Просто шикарный. 1 сазан накормит и меня, и пыжа. Обожаю сазана жареного. Еще и тем более на природе. Уф. Песня. Опа. Саминая поклевка на саминое удилище. Потому что, по идее, сразу тащить надо. Иначе личинок могут склевать. Ну давай дадим немножко поклевать. Пускай, может, распробует, хорошенько возьмется. У нас тут такая рыбешка. Ох, мама. Ой, мамочки, чики дал.
Пыш. Свернулся клубочком, и тепло тебе, да? Ну отдыхай, отдыхай. Сейчас хозяин рыбку пожарит, и будет ужин вкусный. Угу. На запах. Запах пошел, да? Не буду я спать. Да лежи, лежи, отдыхай. О, как раз онлайн. Она сама как раз вот на личинку стоит. Какой у нас ужин сегодня шикарный. Жареный сазан, салат из помидор, огурцов, болгарского перца, лука, последние овощи, последние свежие овощи нашего края. И рыбка дальше продолжает жариться. Все, ребят, уже пыжа кормлю. Нам приятного аппетита, вам приятного просмотра, добра, счастья, здоровья и всего самого наилучшего. Пусть жизнь ваша будет наполнена только яркими, положительными моментами и эмоциями. А люди злые обходят вокруг вас стороной. Ну а нам всем хорошего улова. Ни хвоста, ни чешуи. Надеюсь, все-таки рыбка нас не подведет. Все, Пыжик, на тебе еще кусочек. На, ешь. Вкусно, да, Пыж? Вкуснотища. Ни в одном ресторане мира так вкусно не приготовят, чем вот тут возле воды собственноручно пойманная рыба. Это незабываемо. Это великолепно. А температура всего 5 градусов. Пар изо рта валит. А ночевать мне придется еще в веселом месте, сейчас покажу. 5 градусов. У нас зимой бывает 5. Всего плюс 5. Оп, 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 оп. Это поклевка, ё-моё. Это поклевка. Пожалуйста, дружище. Сколько уже? Да ладно. Не пойму, ну как так? Уже вроде только начал клевать. Не мог он в зацеп уйти. О, пошел, пошел, пошел. Какой-то там небольшой зацеп был. Надеюсь, вам что-нибудь видно. А потом пошел. Он пошел. Сначала небольшой зацеп был. Ага, вон, с подсак вижу. Так. Так. Сюда вот почистил. Буду пробовать сюда выводить. В одно идет. Цепляется. Ух, ё-моё, какой, нифига себе. Вот это да. Тут еще и груз 8. Да что ты? Такой бойкий, но тяжелый. Ой, это вообще кто? Что-то не похоже на сазана, больно бойко. Как будто и хищник какой-то. Офигеть. Это напруга. Так, саминную надо сейчас пока в сторону.
сторону. Не до тебя. Пытаюсь фонарик включить. Не подсветить ничего, ребят, извините, но тут уже не до съемок. Просто хочется достать. Вытащить просто невероятный какой-то. Понимаете, то если бывает так, что давит сильно, тяжело, ну то есть как сазан крупный. Вот, ну как бы понятно. Бывает так, что бьется сильно, но не тянет так тяжело. А тут и то, и другое. Вообще не могу понять, что это за рыба. Плюс 5 температура на улице, сазан уже крупный вряд ли так будет биться. Не знаю, интересно. Сейчас хоть посмотреть бы на него. Просто вообще шансов не дает поднять. Там у меня сейчас рыба, наверное, пережарится. Хоть бы рыбу перевернул. Сазан. Там сазан. Ну не сказал бы я, что прям там огромный. Но такие движения он делает. Мама, не горюй. Опа! Есть трофей. Ночной трофей. Не сказать, что огромный, но на самом деле большой. Я думаю, больше 5 килограмм. Просто красавец. Интересно, на зеленого червя или на красного соблазнился. Вот так вот на ночь глядя посидели в ночную. А? Красавец какой. Просто вообще идеален. Шикарен. Брутален. Ой. Класс. Но какого он джазу дал при вываживании. Я вообще даже думал, может быть, жерех там крупный или что-то еще такое интересное. Невероятное. Ну, сазан хорош. 5, наверное. Потом взвесим. Рыбу дожариваю последнюю, и как раз клюнул красавец такой ночной. Добавить. Ну что, пора место для ночлега готовить. Вот у меня вход. Вот моя келья. Почти готова. С потолком из камышей. Сейчас здесь поставлю. Установлю кровать, и можно ночевать. Красота. Еще днем завтра покажу вам, как это выглядит и насколько мне было комфортно, расскажу. Кстати, не особо тяжелая раскладушка, ребят, от компании Берег. Очень мощная. Я думаю, килограмм до 150 на дяденьку рассчитано. Все уже в комплекте. Просто нужно раскинуть ее вот так. Раз. Два раз. Просто вообще раз. Элементарно. На любой поверхности. Вот что мне очень сильно хотелось, эти камышовые места. Матрасы все ненадежные, особенно в таких
в колких местах. Это не песок, не где-то там на песчаных пляжах ставить, на мягкой поляне. У нас здесь постоянно корни. Эти корни пробивают любой матрас, даже мягкие коврики. Тут раскладушка хлаз. Раз. На любой поверхности, мокрый, не мокрый, неважно. Встала. Две распорочки. И мягко, и подальше от земли, от холода, то есть. И удобно. Собирается, разбирается за 2 минуты. Я, ребят, честно, очень доволен. Не хочу нахваливать. Эта фирма не нуждается в хвальбе. Уже куча обзоров на все их прибамбасы, на все их оборудование компании Берег. Все это есть в интернете, в ютубе там или еще где. Я просто лишь доверился хорошему бренду, чтобы вот так вот под камышами можно было переночевать. Сейчас сюда кидаю спальный мешок, также компании Берег. Я думаю, будет чудесно сегодня переночевать здесь. Ровно, мягко, очень удобно, особенно в таких условиях камыша. Эй, морда, будешь со мной спать под кушеткой? Вот и все. Закрылись от росы. Буквально накинул верхний тент от палатки. К камышам привязал, причем вывернул его наизнанку. И все. Со всех сторон у нас входа и выходы. Спальный мешок большой. Нет, Пыш, тебе не сюда. Хитрый какой. Морду сует. Все, нельзя. Спальный мешок, раскладушка и тент. Какой-никакой, но накрыт. Самое главное от росы. Опа, там поклевка вроде. Сазане. Извините, ребят, пришлось бросить камеру, подсечь, а потом уже камеру доставать. Потому что уже было такое, что именно из-за включения-выключения съемок упустил. Вроде идет. Хорошая поклевка была. Но и так вроде бойкий. Сейчас мы его сюда же, наверное, где предыдущего вывели. Чтобы за корни не зацепился. Он что творит? Пытается сюда же в корни увести. Где-то захлестнулась, что ли. Такие бойкие. Как летние, ребят, бойкие. Потому что температура воздуха 5, а вода по-любому теплее. Хороший товарищ. Да все шикарные, ночные, прям шикарные сазанчики. Не такой, конечно, как предыдущий, но я, наверное, уже возле нормы своей за сегодня поймал. Просто прекрасно. И это великолепно. Чайник у нас стоит, греется. О, и отцепился. В подсаке отцепился. Там уже и жмыха нет. Вот он, красавец какой. Разве не красавец?
Осенний, жирный, нагуленный осенний сазан. Просто красавец. Блестит весь и пар идет. По морозу практически уже. А бойкие, как летние, джазу дают. Вот он, красавец. Спокойной ночи. Сладких снов, пишет. Сильная поклевка сейчас была. Даже проснулся. И вот, видите, лески перехлестаны, прямо так вдоль стоит. Сейчас попробуем. Вытащить. Пока что еще там. Главное, чтобы не зацепился, как обычно это дело бывает. Все равно везде корни там по низам. Раз это приямок, то в любом случае есть корни. Вот вроде выходит. Так. Куда-то он выше пошел. Оп. Чуть я сам под воду не ушел. Оп. Бойкие сазаны. Не ожидал, что ночью будут, если честно, клевать. Вроде похолодало. Время октябрь, но ночью +2. Немножко свет попробую приглушить. Такой яркий свет, что он, конечно, боится. Ох, не могу никак поднять его. Очень тяжелый, ребят. Тяжелый и так бьется мощно.
когда что устанешь, а? Опа! Хорош, поросенок! Вот это поросенок! О, самый крупный в этом сезоне, по-моему. Хороший поросенок! О. Опа! Достойный экземпляр. А? Хороший. Добрый. Такой конкретный. Ну-ка. И прям за губу. Не по жабру, а именно за губу. Но крючок держал его хорошо, но только за губу. Трофейчик хороший, килограмм, наверное, 7. Вот он, красавец какой. Разбудил меня. Но стоило, конечно, выйти, выловить такого товарища. Сам сонный, толком не спящий, но я очень рад, ребят. Просто счастье. Бронзовое счастье. Моська. Привет, привет. Доброе утро. Более-менее поспали. Опа, клюет. Приятно. Это с поклевкой, это тоже что-то как-то вроде стоит. А это с поклевочкой. Оп. О, как загинает. Ох, хорошо как. Ой-ой-ой-ой. Красота. Вот это доброе утро с такой поклевкой. Батрайнер идет. С батрайнером идет. Просто с батрайнером. Идет с батрайнером. Пошел с батрайнером он, короче. Прогуляться решил. Утренний товарищ. Какая погода сегодня шикарная. Тепло прям. Ага, вроде выходит. Ух ты, прыгает. Сазанчик прям прыгнул. Тяжеленький вроде, уж не знаю там. Может быть, с мусором. Сейчас ту зацепил. Так. Бежим сюда, наверное. Как-то его здесь будем вылаживать.
Ребята вывели. Куда же тебя, парень, а? Дальше выводить. Все пособрал. Нет, так туда он просится. Так он, в принципе, не против туда. Ага. Под этой, как положено. Сюда, 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 сюда. Не хочет никак показаться. Вот это доброе утро рыбака, когда утро начинается не с кофе. Ну, наверное, 8 смелая. Сейчас сразу постараюсь взвесить. Это красавчик. Вот эта жинка будет довольна. Вот эта жена будет довольна. Семья будет довольна. Я просто дар речи потерял, когда я его увидел. Реально, ребят. Вот это сазан. Это, ребята, поросенок. Вот этот трофей. Давно у меня таких не было. Ух, завораживает, просто завораживает такой красавец. Вот это утро доброе. Смотрите, как на такой огромный крючок с наживкой сел такой маленький, просто ребенок, сомик. Это говорит о том, что здесь, скорее всего, крупного сама сейчас нет. Беги, расти. Так что эту удочку
Не знаю, смысл есть забросить. Ну, может быть, как раз сейчас заброшу одну на сама, одну на сазана. Пускай постоят, пока будут завтракать. Утренний кофе с соленой икрой. Жареный под соленой икрой. На рыбалке. Кайф. Тут позавтракать мне дадите. О, как. Не крупный. Даже если уйдет, ничего страшного. Размерный, проходной, но уже маленький по нашим понятиям. Не будем сердить природу. Это действительно уже полторашка. Ну, не больше двушки, полторашка. И у меня жареная рыба еще со вчерашнего дня есть. Крупные сазаны лежат. Отпускаем. Давай, бабушку, дедушку, прабабушку, прадедушку. Но это уже ни в какие ворота просто. Приведи. Пики. Опа. В прошлом видео, когда я сказал, что не буду отпускать, люди подумали, что я буду нарушать и брать больше нормы для своей семьи. Люди подумали, что я буду больше брать для семьи. Семья — это святое. Нет, ребят, все равно нормы нужно соблюдать. И это было сказано, та фраза была сказана именно конкретно для того видео. После какого-то конкретного момента я перестал отпускать небольших, средних, но в законе сазанчиков. В итоге взял норму. Я не имел в виду, что это про всю свою дальнейшую рыбацкую жизнь. 20 килограмм, 2 нормы вывести с места рыбалки для семьи — это более чем достаточно даже для моих 3 семей. Поеду еще, если что, на рыбалку. Если вдруг рыба кончится, я буду только счастлив поехать на нее вновь. Ну что, проверим. А вроде есть. Вроде нормальный.
вот это достойный. Вот это хороший. Вполне себе прекрасный сазанчик. Фух. Так. Такой прям красивый, мерный. Надо что-то делать, наверное, уже удочки убирать. Потому что, если честно, после того трофея мне уже так и не интересно. А вряд ли поймается днем. Днем, похоже, вышел гулять мелкий. И, в общем, нужно подводить итоги. Опа. Смотрите, как интересно. Ловится подвое. Здесь карась на одном крючке. Карасик. Кстати, у нас по нему норм нет. Но этого отпустим сегодня. Сегодня не до них. Так, а что у нас с сазаном? Сазан-то вроде размерный, хороший сазанчик. Сейчас возьмем, просто опять для статистики, посмотреть, сколько удалось поймать. Сазанчик такой где-то полторашка, может быть кило 300. Просто для статистики возьмем. И там уже посмотрим, сколько мы поймали. Правда, мы уже одного отпустили, но все равно посмотрим. Просто закидываю на жмых. Потому что сазана более чем достаточно. Просто, ну вдруг какой-нибудь там на 15 килограмм клюнет. И собираюсь потихонечку. Спина говорит мне спасибо. Спина говорит мне большое спасибо, Антоха, за такую классную складушку. Время контрольного взвешивания. И меньше среднего. Раз, два, три, четыре, да. Нули. $10 килограмм. 4 сазанчика, 10 килограмм. Уже одна дневная норма, 10,5, ну 10. Так. Пять. 4,985. Не знаю, видно вам, нет, как-то плохо отсвечивает так. Почти пятерка. Это самый маленький.
6100, который покрупнее. Это уже у нас получается 11 килограмм. И самый крупный. Ну, я думаю, 8. Вы как думаете? Ха, угадал. 8 килограмм. 8. Отличный сазан. $800. Такой сазаняка утренний. Вот тебе и на. Получается 3 рыбы. Почти норма. 19 килограмм 3 рыбы. Ну, я уже говорил, что мне рыба очень сильно нужна. Все предыдущие рыбу всю уже съели полностью. И все 3 семьи ждут. Все 3 семьи от меня ждут хорошую рыбу. Взвесим давайте самого маленького хотя бы. А то будете говорить, что я полкилограммовых беру или килограммовых садок кладу. Вон, смотрите, 1700. Это самый маленький, который под двушку. 1700. Я вчера даже съел, по-моему, покрупнее. Это самый маленький. Он уже размерный, хороший сазан. Его можно брать. А из этих 3 вот это самый крупный. Вот сколько он будет. Я его заберу. Он 3. Представляете? Уже с теми вроде как не котируется, но он 3. Все, вот так оставляю. Знаете, каждый может думать в меру своей воспитанности и своей испорченности. Давайте я не буду говорить, что я отпущу. Каждый пускай решает сам для себя, отпустил я эту рыбу или нет. В видео вы увидите, что на самом деле было. Все. Всем спасибо за просмотр. До встречи под водой, над водой, на рыбалке, на охоте и просто в приключениях. Пока. Мы домой. Время 11 дня. Половились. Как раз все лодки пришли сюда. А я ухожу. Как раз не ожидал, если честно. Я думал, сегодня днем половлю, как бы норму доберу. А получилась прям ночная рыбалка такая. Достойная ночная рыбалка. Все, пока. Именно то место, откуда началась история Клевого края. Я уже даже не знаю сколько, 2 или 3 года прошло. Именно здесь я обозначил то, что канал теперь будет называться Клевый край. И то, что основным мотивом, идеей будет польза, которую я буду приносить, собирая мусор по берегам. Сейчас остановился здесь. Чувствую, что работы ничуть не убавилось. Вот он, этот ерик, где шикарно ловились караси. Я и сейчас с удовольствием бы здесь посидел с поплавком. Может быть, еще успею, приду до холодов с поплавочком посидеть. И посмотрите, что здесь творится. Это еще ладно. Это так себе. Но уже навеивает грусть. Причем это излюбленное место отдыха именно местных. Даже не то, что городских, а именно села, которые здесь рядом находятся. Туристы сюда доезжают редко. Слишком мало рыбы здесь ловится. И вот что здесь творится, ребят. Как вам такое? Просто слов, если честно, нет. Вот внизу везде, где проехал, и на банке, и там ниже, отдыхает очень много туристов, стоят палатки. Не знаю, может быть, видео так влияют, может быть, общая культура людей становится все лучше и выше. Но там мусор в глазах хотя бы не бросался. А здесь я вот подъезжаю и сразу это место вспомнил и вижу, вон, что творится. Просто мрак какой-то.
Поехали.